Теперь мы будем вязать ноги и тело. Ноги и туловище у нас будет одной деталью. Вот, поэтому берем цвет, начинаем с туфелек. Берем цвет туфелек. У нас туфельки и платьюшко будет одним цветом. Итак, набираем 8 воздушных петель. Раз, два, 4, 6, 7, 8. 8 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка, петлю на крючке мы не считаем. Вот первый крючок, первая петелька и вот вторая петелька от крючка. Раз, два. Во вторую делаем прибавку. Затем провязываем 5 столбиков без накида в каждую петлю. Раз, два, 3, 4, 5. В последнюю петельку мы делаем 4 столбика, провязываем. 2, 3, 4. Дальше с обратной стороны вяжем 5 столбиков. При этом прячем хвостик параллельно. Раз. 2. 3. 4. 5. И последнюю петелечку делаем прибавку. Вот, получился у нас первый ряд. В ряду у нас должно быть 18 столбиков без накида. Второй ряд. Делаем прибавку в первый столбик. Дальше провязываем 6 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Делаем 4 прибавки подряд. Раз, два, 3, 4. Затем опять 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. И делаем последний столбик прибавку. В ряду у нас 24 столбика. Дальше третий ряд. 3 столбика и прибавка. Так вяжем по кругу до конца ряда. В ряду у нас 30 столбиков. Вот такой вот овал у нас получился. Дальше четвертый ряд. 2 столбика провязываем.
подряд. Дальше делаем прибавку. Третий столбик, делаем прибавку. Затем 4 столбика и прибавка повторяем 5 раз. Раз, два, три, 4. Прибавка. Раз, два, три, 4. Прибавка. Вторая. Раз, два, три, 4. Прибавка третья. Прибавка четвертая. Прибавка пятая. И оставшиеся 2 столбика провязываем столбиками без накида, без изменений. Итак, в этом ряду у нас 36 столбиков, 5 ряд. В 5 ряду делаем прибавку сначала и 5 столбиков. Прибавка, 5 столбиков. И так повторяем 6 раз. Начинаем с прибавки. 5 столбиков, прибавка, 5 столбиков, прибавка. Повторяем так 6 раз. В ряду у нас 42 столбика. Теперь с 6 по 8 ряд, 3 ряда, мы провязываем 42 столбика без изменений. Вяжем 3 ряда без изменений по 8. 9 ряд. Делаем убавку в начале. И вяжем 5 столбиков. И так повторяем 6 раз. Убавка 5 столбиков. В ряду у нас остается 36 столбиков. 10 ряд. Вяжем 12 столбиков. Раз, два, 4, 5, 6, 12. Делаем 7 убавок подряд. Раз, два, 3, 4, 5, 7. И провязываем оставшиеся 10 столбиков. Так, дальше мы берем ниточку цвета носочка
и ввязываемся этим цветом. Я заканчиваю последний столбик, добавляю эту ниточку. Теперь мы будем вязать за задние полупетли белой ниточкой. Эту нить мы не отрезаем и выводим ее сюда, назад. Не здесь, чтобы она у нас была внутри, а сзади, потому что она нам еще пригодится. Вот. Теперь вяжем за задние полупетли. Уложим аккуратно. Теперь делаем мы в начале убавку. За заднюю полупетельку делаем убавочку. Прячем параллельно хвостик. Так. Где-то я что-то не так схватила. Вот, убавка. Теперь вяжем 8 столбиков за задние полупетли. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. Провязали. Теперь делаем убавку и столбик. Повторяем это 4 раза. Убавка, столбик. Убавка. Я делаю именно так убавку. Можно сделать и по-другому, как обычно делаются убавки, да? Вот сначала и провязали один столбик, полупетельку, вернее вторую, а потом все вместе, да, получилась такая убавка. Мне почему не нравится именно так делать, потому что сильно получается здесь, ну, плотно так. А когда делаю именно захватываю сразу 2 полупетли, вот, и их провязываю вместе, тогда получается, ну, тоненький такой вот рядочек, не выпирает ничего. И так повторяем 4 раза. Убавка, столбик, убавка, столбик. И провязываем оставшиеся 7 столбиков. За задние полупетли не забываем. Так, откладываем пока белую ниточку. Беремся за цвет туфельки. Значит, здесь мы за переднюю полупетельку мы провяжем 29 столбиков. У нас их тут 29. Вот их и провяжем просто столбиками без накида. Возьмем вот так вот, либо так. Ну, это уже, я думаю, здесь не принципиально тоже, как будет выглядеть рисунок, ну, узор, вернее, будет он лицевой стороной сверху, либо изнаночной стороной сверху. Ну, мы можем сделать лицевой стороной сверху. Поэтому мы возьмем, наверное, вот так вот, белым цветом к себе лицом. Делаем вот так воздушную петелечку и вяжем столбики без накида за передние полупетли. По одному столбику в каждую петелечку. Провязала. Теперь сделаем соединительный столбик с воздушной петлей, который мы делали в начале. И
такой вот соединительный столбик. Отрезаем. Так вот и выводим сюда нашу эту петелечку, нашу ниточку, и делаем здесь узелок, чтобы она держалась. В любом месте. Так. Вот. Все. Теперь продолжаем вязать носок. Наш маркер вот так вот сюда, чтобы видно было. Итак, продолжаем вязать носочек. 12 ряд. Вяжем 3 столбика. Раз, два, три. Делаем убавка столбик, убавка столбик. Повторяем это 6 раз. Сначала делаем убавку, затем столбик. Это у нас первая убавка, да, со столбиком считаем. Затем убавка, столбик. Вторая у нас будет убавка. И так повторяем 6 раз. Убавка, столбик. И провязываем оставшиеся 3 столбика столбиками без накида. Закончили ряд. В ряду у нас 18 столбиков. 13 ряд. Вяжем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. И делаем 3 убавки подряд. Раз, два, три. И оставшиеся 6 столбиков вяжем до конца. Теперь с 14 по 16 ряд мы вяжем без изменения по кругу 15 столбиков. И параллельно наполняем нашу ножку, туфельку. По ходу вязания наполняем наполнителем. Дальше 17 ряд. Так, здесь я заканчиваю, значит, не довязывая последний столбик. Берем ниточку в цвет тела. Цветом тела. И этим цветом я заканчиваю последний ряд, чтобы у меня первая петелечка в ряду в следующем была уже этого цвета. Ну, это как бы можно и не принципиально так же заканчивать, но мне так удобнее, я уже как бы привыкла. Теперь белую ниточку мы не обрезаем, оставляем ее здесь сзади, снаружи, и продолжаем вязать цветом тела. За задние полупетли мы вяжем столбики без накида по кругу 15 столбиков без изменений за заднюю полупетельку, заднюю стеночку петли.
вяжем до конца ряда. Чтобы нам белая ниточка не мешала, нам ее, чтобы отрезать и дальше вязать ножку, сейчас мы будем делать рюшу на носочке. Берем белую ниточку лицом к себе серым цветом, да, туфелькой назад. Вяжем 3 воздушные петли в полупетельки, которые у нас остались. И в эту же петелечку вяжем столбик с накидом. 1, 2. У нас получается тут 3 столбика с накидом. Пропускаем одну полупетельку и в следующую вяжем столбик без накида. Пропускаем одну петельку и в следующую провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Пропускаем, как-то взять, чтобы видно было. Одну петельку пропускаем, в следующую делаем столбик без накида. Делаем накид, пропускаем одну и в следующую провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Пропускаем одну петельку в следующую, столбик без накида. Так провязываем до конца. Одну пропускаем. И последний у меня получается столбик без накида. И делаем соединительную третью воздушную петлю. Делаем соединительный столбик, отрезаем ниточку, затягиваем. Вот у нас получилась такая рюша на носочке. Вот эту ниточку мы потом иголочкой пройдемся по столбику и выведем сюда. Наверное, мы это сделаем сразу, потом будет не достать нам, чтобы там ее завязать, узелочек, и сразу мы спрячем лучше. Пропустим вдоль столбика. Вот так вот выведем вовнутрь. И здесь мы завяжем узелочек. Вот и все. Теперь вяжем дальше ножку. Ножку вяжем дальше серым цветом. Серым цветом. Это значит, у нас был 17 ряд, мы вязали серым цветом. И дальше до 28 ряда мы вяжем ножку без изменений по кругу. И параллельно по ходу вязания наполняем ножку наполнителем. Итак, продолжаем вязать. 29 ряд. Берем белую ниточку, ввязываем белую ниточку и за заднюю
за задние полупетли вяжем ряд 15 столбиков. Так, отрезаем мы серую ниточку. Здесь я их с белым цветом связываю. Вот. Связали мы за заднюю стеночку петли 29 ряд и 30 ряд вяжем 15 столбиков по кругу. Провязали ряд, делаем соединительный столбик, отрезаем нить. На этой ножке мы на первой нить отрезаем. Теперь берем белую ниточку, поворачиваем ножку лицом к себе вот таким образом. И будем вязать рюши теперь на верху здесь, за задней полупетли. Здесь, значит, смотрите, у нас переход. Вот мы начнем вязать где-то отсюда, сзади, да, чтобы наш переход соединился и выровнялся, чтобы не было заметно так сильно. Вводим крючок, делаем узелочек, петельку одну и провязываем 3 воздушные петли подъема. В эту же петелечку делаем 2 столбика с накидом. 2 столбика с накидом. Пропускаем 1 столбик, пропускаем в следующий, делаем столбик без накида, дальше делаем накид, пропускаем 1 столбик, в следующий провязываем 3 столбика с накидом. Далее пропускаем столбик, в следующий делаем столбик без накида, пропускаем столбик, в следующий делаем 3 столбика с накидом. И так вяжем до конца. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в третью воздушную петлю цепочки. Делаем соединительный столбик и отрезаем нить. Дальше мы ее прячем, как и в предыдущем прятали вязание. Здесь прячем ниточки, наполняем нашу ножку не сильно, плотненько наполняйте туфельку, вот, а ножку старайтесь так тихонечко наполнить, чтобы она не была совсем уж крепкой. Вот. И начинаем вязать вторую ножку. Вторую ножку, когда мы довяжем до верха, когда привяжем белую ниточку, вот в этом ряду, в 30 ряду мы с вами встретимся. Так, продолжаем вязать. Значит, нам надо теперь, мы вторую ножку, когда вяжем, нить не отрезаем. Будем соединять 2 ножки. Будем вязать дальше туловище. Значит, смотрите, берем ножку и ставим их так, как мы хотели бы видеть их. Немножечко, да, вот так вот. Ножки, чтобы туфельки в разные стороны чуть-чуть смотрели. Вот. И когда мы так поставим, мы смотрим, где у нас закончилось вязание. Если оно закончилось не с краю, то распускаем так, чтобы оно получилось сбоку. Вот так вот. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы в таком положении, как мы поставили ножки, в таком положении
мы будем закрывать. То есть 2 половиночки будем связывать вместе и присоединяться к второй ножке. Вот. Нашли мы, значит, край и соединяем. Провязываем 7 столбиков. Вместе должно у нас получиться 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Теперь делаем 3 воздушные петли. Берем ножку, смотрим так, чтобы правильно у нас получилось. И вяжем вместе 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Теперь будем вязать за полупетли. Вяжем за передние полупетли столбики без накида. Вот так вот. На ножке провязываем 7 столбиков, получается. Затем у нас 3 воздушные петли. За полупетли беремся, вяжем 3 столбика. Провязываем 3 столбика у нас получается между ногами. Провязываем за полупетли. Дальше 7. Не забывайте, что за полупетли, потому что мы будем вязать еще и с этой стороны, у нас должен получиться ряд по кругу. Вяжем за полупетли 7 столбиков на второй ножке. Разворачиваем вязание и продолжаем вязать за полупетли с задней стороны. Пять, 6, 7, 3 столбика, где у нас были воздушные. И 7 столбиков на второй ножке. Итак, у нас получился круг, получится. И в этом кругу, в этом ряду у нас должно быть 34 столбика в кругу. Провязали. Значит, 34 столбика у нас в ряду. Берем маркер, чтобы не терять ряды. Теперь 33 ряд делаем
вначале прибавку. Первый столбик. Так, где у меня тут первый столбик? Что-то я его не вижу сейчас. Все, нашла я петелечку в первом столбике, она так залегла немножечко. Делаем прибавку, первый столбик. Затем провязываем 16 столбиков. Столбиков без накида. Раз, два. Провязали 16 столбиков. Дальше делаем прибавку в следующий столбик. И дальше вяжем 3 столбика прибавка. Повторяем это 4 раза. Так, дальше 34 ряд. 34 ряд. Вяжем столбик, затем прибавка, далее вяжем 7 столбиков, затем делаем прибавку, вяжем опять 7 столбиков, столбиков, делаем прибавку, провязываем 2 столбика, дальше прибавка 3, провязали, значит, 2 столбика, потом делаем прибавка и 3 столбика, повторяем 5 раз. Это первый. Прибавка. 3. Повторяем это 5 раз до конца ряда. Провязали. В ряду у нас 48 столбиков. Теперь с 35 по 38 ряд 4 ряда вяжем без изменений 48 столбиков. 39 ряд вяжем 6 столбиков и убавка. Повторяем это 6 раз. В ряду у нас останется 42 столбика. 6 столбиков и убавка. Провязали 39 ряд. Теперь меняем на цвет тела ниточку. Заканчиваю я этот ряд другим цветом. Ниточку отрезаю сразу. Вот. Я потом их вместе свяжу. Теперь за задние полупетельки провязываем этот ряд без изменений, вяжем. До задней полупетли 42 столбика. 41 ряд вяжем также без изменений. Теперь уже за обе стеночки петли вяжем этот ряд без изменений. Так.
42 ряд вяжем. Убавка 5 столбиков. Убавка 5 столбиков. Так повторяем 6 раз. В ряду останется 36 столбиков. Продолжаем вязать туловище. С 43 по 46 ряд 4 ряда вяжем без изменения, 36 столбиков. В 47 ряд делаем убавки. Делаем в начале убавку и провязываем 10 столбиков. И так повторяем 3 раза. В ряду останется у нас 33 столбика. Провязали. 48 и 49 ряд вяжем без изменений, 33 столбика. Дальше продолжаем делать убавки. 50 ряд у нас убавка 9 столбиков. Повторяем 3 раза. Убавка и 9 столбиков. В ряду у нас останется 30 столбиков. 53 ряд 2 столбика. Ой, простите, мы сейчас вязали 50, сейчас 51 ряд. Вяжем без изменения 1 ряд по кругу 30 столбиков. В 51 ряду без изменений. Вот теперь 52 ряд. Мы вяжем 3 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. В 53 ряду делаем 2 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. И у нас останется 18 столбиков. Вяжем 52 ряд сначала, 3 столбика и убавка 6 раз. Так, провязали мы 52 ряд, 3 столбика и убавка, 53 ряд, 2 столбика и убавка 6 раз. И у нас осталось 18 столбиков. Теперь 54 и 55 ряд, 2 ряда мы вяжем без изменений, 18 столбиков. Нить отрезаем и оставляем для сшивания потом. Провяжем сначала 2 ряда без изменений. Провязала 2 ряда без изменения. Делаю соединительный столбик в следующий столбик и отрезаю нить для сшивания. Побольше, лучше запасом. Теперь мы тело будем набивать плотно наполнителем. Набиваем плотненько тельце. Вот набила я тельце, плотненько достаточно. Теперь нам надо будет оформить голову, подготовить ее, пришить ушки и оформить голову, носик и так далее.